Трамп избавится от главного спонсора. Орбан угрожает оккупировать Брюссель, а в Беларуси началось голосование на выборах президента. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Китай надеется на улучшение отношений, а польского экс-премьера не пускают на церемонию. Мирные переговоры в центре внимания, когда Трамп поговорит с Путиным. НЛО в Казахстане, заявление Министерства обороны об этом. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Инаугурация 47-го президента США становится главной новостью. Изначально планировалось провести церемонию на открытом воздухе у Капитолия. Но из-за экстремально низких температур и сильного ветра ее перенесли в ротонду Капитолия. Это первое подобное изменение с 1985 года, когда Рональд Рейган также перенес церемонию внутрь из-за холода. Но это не единственное, что было не так, как обычно. Что еще пошло не по плану, так это спущенные флаги из-за траура, который действует в США на протяжении 30 дней после смерти президента Джимми Картера. Ну и еще Трамп не сказал ни слова про Украину в своей речи. Итак, как все прошло, если вы пропустили? Начиналось все традиционно. Трамп встретился с Байденом в Белом доме. Затем Дональд Трамп рассказал о своих планах на следующие 4 года, говорит о революции здравого смысла и предсказывает волну перемен. Золотой век Америки начинается прямо сейчас. С этого дня наша страна снова будет процветать и будет снова уважаться во всем мире. Мы будем предметом зависти для всех наций, и мы больше не позволим использовать себя в своих интересах. В течение каждого дня администрации Трампа я буду просто ставить Америку на первое место. Наш суверенитет будет возвращен, наша безопасность будет восстановлена, весы правосудия будут перебалансированы. Жестокое и несправедливое использование Министерства юстиции в качестве оружия, и нашим главным приоритетом будет создание гордой, процветающей и свободной нации. Америка скоро станет более великой, сильной и гораздо более исключительной, чем когда-либо прежде. Мировые лидеры по-разному отреагировали на возвращение Трампа, а вот премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку свою, в то время как европейские и иранские официальные лица выразили обеспокоенность возможными последствиями для глобальной политики и экономики. Всего несколько часов, и даже солнце над Брюсселем будет светить по-другому. Новый президент в США, большая фракция патриотов в Брюсселе, большой энтузиазм. Так что большая атака может начаться. Этим я начинаю вторую фазу наступления, целью которого является оккупация Брюсселя. Вперед, Венгрия! Вперед, венгры! В Китае в преддверии новой эры планируют нормально ужиться с 47-м президентом США. Видимо, вспоминая те экономические войны, которые начинал Трамп в свой первый срок, Си Цзиньпин был приглашен на инаугурацию, но вместо него приехал вице-президент, и это уже прорыв в отношениях двух стран, ведь на предыдущих подобных церемониях присутствовали послы. Китай готов работать с новым правительством США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и беспроигрышного сотрудничества, укреплять диалог и общение, правильно регулировать разногласия, расширять взаимовыгодное сотрудничество и найти правильный путь для Китая и США в новую эпоху, который принесет пользу обеим странам и всему миру. Вместе с тем, в предыдущий свой президентский срок Дональд Трамп ввел тарифы на китайский импорт на сумму более $300 миллиардов. В последние месяцы он заявил, что добавит еще не менее 10% к тем пошлинам, которые уже наложены на китайские товары. Экс-премьер Польши, к слову, не смог попасть на инаугурацию Трампа, потому что не взял с собой документы, подтверждающие личность, и решил попробовать подтвердить ее через Википедию. Во всяком случае, так пишут польские медиа. А вот в пресс-службе политика эту информацию опровергают.
Первое распоряжение Трампа в качестве президента — подготовить телефонный разговор с Владимиром Путиным в ближайшие дни после своей инаугурации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. Основная цель беседы — обсудить возможность личной встречи в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец войне в Украине. Мы поговорили об этом со старшим научным сотрудником Atlantic Council Андерсом Аслундом. Очевидно, что Трамп очень хочет встретиться с Путиным, потому что он очень уважает Путина. Но Путин может требовать слишком много, что невыгодно будет для Трампа. Например, Трамп явно хочет, чтобы будет какая-то передышка в войне в Украине, и Путин не соглашается. Что я думаю, что это совсем возможно, что не состоится. Вы, вероятно, помните, когда Трамп был в Варшаве, и Ярослав Качинский, и он хотели встретиться. Но Трамп требовал, что Качинский пришел к нему в гостиницу, и Качинский требовал, что Трамп пришел в штаб-квартиру его партии ПИС, и в конце концов они не встретились, потому что не договорились. Кое-что похоже может быть с Путиным. По информации CNN, команда Трампа рассчитывает оперативно приступить к разработке плана урегулирования конфликта, который можно будет реализовать уже в первые месяцы его президентства. Ключевую роль в этом должен сыграть прямой диалог с Кремлем, пока Путин только говорит о коммуникации между странами, поздравляя Трампа. Мы никогда не отказывались от диалога, всегда были готовы поддерживать ровные отношения сотрудничества с любой американской администрацией. Я говорил уже об этом неоднократно. Исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов повестки дня в мире, включая и укрепление стратегической стабильности и безопасности. Байден спас несколько чиновников от расправы. Перед уходом с должности 46-й президент США подписал превентивное помилование для экс-главы армии США Марка Милли, главного инфекциониста Энтони Фаучи и членов Конгресса, участвовавших в расследовании штурма Капитолия 6 января 2021 года. Это решение принято на фоне обещаний Дональда Трампа устроить расправу над теми, кто, по его мнению, выступал против него. Байден подчеркнул, что помилование не означает признание вины, а американцы должны быть благодарны этим людям за их службу. На инаугурации Трампа, конечно же, присутствовал и Илон Маск. Он приехал туда с сыном, имя которого мы можем только написать, а не выговорить. К слову, политические эксперты, медиа публикуют свои прогнозы о том, что Трамп избавится от Маска после того, как получит бразды правления государством. Це не тільки про те, що це любить Ілон Маск чи Дональд Трамп, увагу людей. Це ще й про те, що вони вміють працювати в такому середовищі. Тому вони дуже близькі. Вони близькі дуже один до одного ментально, хоч покоління різні. А от з точки зору політичної, я думаю, Ілона Маска будуть потрохи відтісняти від Дональда Трампа. Мы спросили об этом у американского экономиста, старшего научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда. Раньше или позже это будет, но вопрос не если, но когда. И я думаю, что это, вероятно, Трамп это не хочет, потому что Маск может всякое делать для него, и Трампу вообще не беспокоит коррупция. И, конечно, Маск сейчас является самым скоррумпированным человеком в мире, в смысле, сколько он зарабатывает от государства. И это Трампа не беспокоит. Но что беспокоит, это что он выглядит более важный, чем Трамп. Но Маск может положить несколько миллиардов в политике, где
Трампу нужно. И особенно это будет в выборах через 2 года. И я думаю, что, вероятно, после этих выборов, когда Маск организовал полной поддержки, купил полной поддержки в Конгрессе для Трампа, что тогда Трамп может его вызвать. Но я думаю, что скоро это не будет. Голосование стартовало в Беларуси, правда, пока досрочное, но его уже называют самым удобным инструментом для фальсификаций. Хотя рисовать нужные результаты можно и в основной день выборов, досрочное голосование дает дополнительное преимущество. На участках практически отсутствуют наблюдатели, а урны для бюллетеней хранятся без надлежащей защиты. Это позволяет обеспечить правильные цифры еще до основного дня голосования. Для повышения явки власти принуждают студентов и бюджетников голосовать досрочно, используя административное давление и другие так называемые стимулы. НЛО над страной не зафиксированы, заявляет Министерство обороны Казахстана. Силы противовоздушной обороны не обнаруживали неопознанных летающих объектов в воздушном пространстве страны. В ведомстве подчеркнули, что нарушений воздушных границ иностранными воздушными суднами не зафиксировано. Минобороны призвала граждан не распространять непроверенную информацию и заверила, что воздушное пространство Казахстана находится под постоянным контролем. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.